Дорогие друзья, трансгуманисты, сторонники крионики, хочу вам рассказать некоторые новости. А именно эти новости касаются эм, моей поездки на выставку Тан-Экспо 2016. А, Мы планировали приехать в более расширенном составе. К сожалению, Данила Медведев не смог вовремя визу получить, но придется мне справляться одной. К счастью, мне здесь поможет в переводе Ирина Серебрянникова, тоже замечательная переводчица Татьяна, с которой мы вчера познакомились. Но работа началась еще вчера. Я приехала немножко заранее, 30 марта 2016 года. Это для тех, кто будет потом смотреть мое видео. В Болонию и остановилась для того, чтобы заранее познакомиться лично с господином Филиппо Палестена, а также его другом-юристом, адвокатом Франческо, для того, чтобы поговорить многие-многие вопросы. Так вышло, что в начале этого года нас заочно познакомили, и Филиппо Палестена, который является потомственным работником похоронной отрасли в четвертом поколении, очень заинтересовался крионикой и хочет ее развивать. Это достаточно интересный, уникальный опыт. Дело в том, что вот даже в России работники похоронной отрасли с интересом относятся, но тем не менее не относятся задумчиво. Они не вкладывают большие силы, только, может быть, сейчас со временем они смогут уже более активно предлагать крионику своим клиентам. А вот в Италии вдруг получилось иначе. Филиппо Палестен, обладая большими возможностями, большими связями, решил серьезно в это вложиться. И, собственно говоря, он, скажем так, вложился во всю нашу выставочную деятельность здесь, в Болонье, для этой трехдневной международной выставки. Оплатил нам стенд, подготовил кое-какие материалы. Но мы все это делали заочно, мы не были знакомы. Вчера я приехала, с ним общалась. Ну, конечно же, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Когда мы готовились к выставке, у нас было много недоразумений, непониманий, каких-то сложных моментов. Но это все, конечно же, было, во-первых, из-за некоторого языкового барьера. Все-таки Филиппа говорит по-итальянски, я по-русски. И хотя нам многие люди помогали переводить, это все-таки было немножко непросто. Теперь же мы познакомились лично, он привез отличную переводчицу. И вчера мы примерно 3-4 часа общались по многим вопросам, и кое-что стало ясно. Не только его здоровые амбиции, но и его понимание и непонимание. Мы обговорили некоторые достаточно тонкие моменты юридические Франческо. И, как мне кажется, нам удалось достаточно серьезно проработать некоторые вопросы. Но все еще впереди. Выставка открывается только завтра. Сегодня мы тоже уже встречались. Я давала интервью пресс-секретарю выставки. И после этого мы опять, после того, как целый день Филипп оформлял стенд своей компании, и мы опять, собственно говоря, встречались, разговаривали. В субботу, на второй день выставки, приедет доктор, руководитель крупного госпиталя, который очень хочет развивать крионику, и у нас с ним будет тоже большая беседа. Также в субботу с утра в 11 часов я буду читать лекцию для многих директоров похоронной отрасли. Филипп хочет их пригласить для того, чтобы вместе с ними развивать крионику. Он понимает, что нельзя развивать только в отдельной области Италии, не успеть сделать хорошо, поэтому нужно сотрудничать с работниками похоронных отраслей в разных отделах. У нас сейчас еще есть некоторые сложности по стенду. У нас не пришел большой постер, который будет на задней части нашей выставочной нашей вот выставки, нашего стенда. Он придет поутру, будем срочно его вешать. Немножко было неправильно понято, какой именно постер мы хотим на боковой стенке. Сейчас будут переделывать. Но, тем не менее, буклеты напечатанные. И, в общем-то, все полны надежд, всем очень-очень интересно. Кстати, хочу сказать, что и пресс-секретарь выставки, ее зовут Таня, она итальянка Таня, она тоже очень заинтересовалась крионикой, ему это очень интересно. В общем, там большой позитив. Закидают ли нас завтра камнями, или наоборот мы будем победителями, или сообщество мировое проигнорирует наше выступление, мы этого не знаем. Я готова ко всему.
Я хочу сказать, что меня еще немножко обещали поддержать, во-первых, Данила Медведев на скайпе. Там будет интернет, и если вдруг нам пожалуют на стенд англоязычные партнеры, а я буду занята, он сможет с ними общаться. Обещал мне такую же помощь Олесь Мищенко, это относитель перевода на французский, из французского, потому что я французский не знаю. Филипп Палестина считает, что большая часть людей, которые туда пожалуют, это будут итальянцы. У нас будет сразу две переводчицы, русско-итальянский, притом обе уже достаточно проапгрейдились в Крионике, чтобы ответить, по крайней мере, на простые вопросы. В общем, я чувствую себя уверенно. После того, как я погуляла по этому замечательному городу, уже вдохновлена, я надышалась свежим, весенним, здоровым образом Италии и готова бороться за светлое будущее Крионики. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, что скоро будут новости. До свидания.